Привет, дорогие мои! Щирое привітання усім дороженьким от Белорусочки. С вами снова Вита Нелита, и мы с вами продолжаем нашу рубрику «Уроки вязания». Сегодня я пришла к вам с маленьким коротким видео. Надеюсь, что оно будет маленькое, короткое. Рассказать и показать, как я вяжу мои самые любимые укороченные ряды. Очень часто мы, когда вяжем... Давайте я положу, чтобы оно тут не просвечивало. Я провязала несколько рядов. Здесь решила показать вам на маленьком примере. И, значит, где мы используем укороченные ряды? Я очень часто использую укороченные ряды, когда я вяжу пятки носков. Я вяжу укороченные ряды, когда я вяжу горловину свитеров и джемперов, которые я вяжу регланом сверху. И вообще, в принципе, есть узоры, которые основаны на использовании укороченных рядов. В общем, очень много где нам этот прием может пригодиться. Существует довольно большое, я, по крайней мере, знаю 4 или 5 способов провязывания укороченных рядов, но я для себя нашла самый-самый замечательный, самый гениальный, как у нас все здесь на этом канале, самый прекрасный способ, и я хочу с вами им поделиться, потому что до этого я использовала немецкие укороченные ряды, есть еще ряды с накидами, есть укороченные ряды с обвитой петлей, есть, как они, японский метод. В общем, куча всяких методов. Если вам интересно, напишите мне в комментариях, хотели бы вы узнать и посмотреть другие методы. Но я сегодня покажу вам свой самый любимый и самый лучший, на мой взгляд, потому что он одинаково, можно его связать в лицевом и в изнаночном ряду. Чем меня не устраивают, допустим, немецкие укороченные ряды, там все равно есть немножечко такие бугорки, и когда я вяжу, допустим, носок, то когда я вяжу их туда-сюда, получается нормально, а когда я перехожу по кругу, то есть у меня вот эти вот, которые я в изнаночном ряду петли перевернула, их провязать красиво не получается. А я как перфекционист, я искала такой метод, чтобы он выглядел одинаково с обеих сторон, и сейчас давайте приступим. Значит, здесь я уже связала, допустим, да, нам нужно довязать, вот я сделаю, допустим, маркер у нас здесь 3 петли, да, ну или там 4 оставляем, неважно. Я провязываю бабушкины изнаночные петли, поэтому лицевые у меня лежат вот такой стороной. Если у вас лежат другой стороной, вы провязываете за нужную вам полупетельку. Если у вас классические лицевые, то вы их провязываете за переднюю стенку. Я, как всегда, вам подробно объясню, что мы делаем и как, чтобы независимо от того, каким способом вы провязываете свои петли, у вас получилось все. Значит, сколько? Ну вот давайте еще одну провяжем. Вот, допустим, мы довязали, и нам сейчас нужно развернуться, да, вот у нас последняя петля, например, перед разворотом, да, смотрим, у меня бабушкины петли, поэтому у меня лицевая развернута вот так. В чем смысл, да? Сейчас нам нужно провязать дополнительную петлю из нижележащего ряда, вот из этого, да, и она должна у нас быть находиться за основной петлей, поэтому у меня, в моем случае, я разворачиваю свою лицевую правой стеночкой ко мне. Если у вас классические, ничего не нужно делать. И теперь вот из этой низлежащей петли, вот она, я должна провязать еще одну лицевую. Я могу сделать это вот таким способом. То есть я могу накинуть петлю на спицу и провязать ее за переднюю стенку. Да? Либо я просто, если вам удобнее, разворачиваюсь, подхватываю вот эту вот петлю нижнего ряда и через нее провязываю лицевую петлю и надеваю ее на спицу. Результат будет одинаковый. Вы формируете двойную петлю, провязывая вашу лицевую из низлежащего ряда. Сейчас у нас на спицах 2 петли. Мы разворачиваем вязание, оставляем эти 2 петли на левой спице, да? Разворачиваем вязание. Вот
Вот так выглядит у нас наша двойная петля с изнаночной стороны. Дальше мы провязываем изнаночные петли. И давайте я вам покажу, как я это делаю на изнаночной стороне. Вот, допустим, у нас то же самое. Мы оставим здесь 4 петли. Вот наша последняя петля перед разворотом, да. У нас изнаночные петли, у меня бабушкины, у вас в зависимости от того, какие петли вы смотрите сами. Здесь будет тот же самый принцип. То есть нам сейчас нужно будет связать дополнительную петлю вот из этой вот, из предыдущего ряда. И она должна быть с задней стороны, за этой петлей. Для этого мы сначала снимаем нашу изнаночную, да, вот у нас нить перед работой, снимаем и поднимаем на левую спицу вот эту вот нашу петлю нижнего ряда. Вот она, да? Хорошо вам видно? Вот мы ее поднимаем. Здесь мы придерживаем пальчиками вот эту петлю, чтобы не потерять ее. И провязываем. Я провязываю бабушкиной, поэтому она у меня развернута не той стороной, да? Поэтому я свою петлю сейчас должна буду развернуть вот так и вернуть ее на правую спицу. То есть у меня получается такая же двойная петля. Смотрите, она у меня не перекрученная. И у меня получается 2 петли, провязанные из нижнего ряда. Еще раз вам покажу. Вот я ее спущу. Вот я переодела изнаночную, подняла снизу, провязываю вторую петлю в эту же. И поскольку у меня бабушкина изнаночная, я ее должна развернуть, потому что в другом случае она у меня будет перекрещенная. Если у вас классические изнаночные, мы ничего не делаем. Вот я ее развернула, вот она у меня лежит. Обратите внимание, все. Сейчас мы переворачиваемся. Здесь эти 2 петли я перенесу. Вот они у меня на правой спице. И дальше мы продолжаем вязать. То есть вы их можете на эту спицу перенести еще в изнаночном ряду. Это совершенно не важно. Вот у нас наши обе двойные петли выглядят одинаково. Что здесь, что здесь. И сейчас я вам быстренько покажу, как мы их будем провязывать в последующих рядах. Вот мы, допустим, там все наши уже ряды связали. Допустим, мы будем там здесь разворачиваться, здесь, но неважно. Сейчас мы предположим, что мы уже все ряды провязали, и вот нам нужно просто связать до конца ряд. Вот мы дошли до двойной петли, она у нас развернута с правой стенкой вперед, и мы просто их провязываем, вот, 2 вместе лицевой. Все. Вот так вот выглядит наша основная петля сверху, дополнительная снизу. Дальше мы довязываем ряд, и сейчас я вам покажу то же самое мы делаем в изнаночном ряду. Провязываем весь ряд точно так же. Сейчас я развернусь. И довяжем сейчас с вами до двойной петли. Я извиняюсь за шум спиц. Мои бабушкины изнаночные. Сейчас дойдем до двойной петли. Вот она, наша двойная петля. У меня она развернута как положено. Я обе петли просто провязываю изнаночной и дальше иду до конца ряда. Теперь развернемся. Конечно, лучше было бы сделать их с одной стороны, но вот так выглядят наши петли с изнаночной стороны. Здесь она вообще практически не видна. Вот. И здесь вот, если вы подтянете хорошенько, то будет тоже совершенно незаметно. Вот с изнаночной стороны. И вот так выглядят наши укороченные ряды по лицевой стороне. Никакой вообще нету нигде зазоринки. И выглядят они идеально ровно, красиво и абсолютно симметрично. Это самые-самые замечательные укороченные ряды перфекциониста. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вы все поняли. Не забываем подписываться на канал. Заходим еще и учимся вязать вместе со мной. Всего хорошего. Всех обнимаю. С вами была Вита не Лита или Вита Крафтс по-русски. Пока-пока. Увидимся в следующих видео.